В этом самом месте произошли некоторые из величайших битв Израиля. И именно в этом месте, согласно книге Откровения, произойдет финальная битва. Итак, если вы готовы погрузиться в историю этого места, то давайте начнем. Город Мегидо упоминается еще в хананейские времена, а также в арамейских и египетских текстах, в Ветхом и в Новом Заветах. Чем же важен был этот город? Все очень просто. Город находился на главном торговом пути древнего мира. Таким образом, тот, кто контролировал Мегидо, контролировал торговлю большей части древнего мира. Мы входим в город через огромные ворота. Это врата Соломона. В третьей книге царств упомянуты 3 города как часть программы строительства царя Соломона. Программа эта включала в себя построить дом Господа и его дворец, Мило и стену Иерусалимскую, и Хацор, Мегидо и Гезер. И действительно, в 3 иудейских городах Хацоре, Мегидо и Гезере были раскопаны подобные врата Соломона. Врата в те времена были не просто входом и выходом. Существует такой термин, как пространство ворот, то есть площадь перед воротами, за воротами и внутри самих ворот. В ветхозаветных временах сидеть у ворот означало иметь высокий статус и уважение. В воротах оглашались указы, вершился суд, заключались договоры и сделки. Ну и главным значением ворот, конечно, была оборона города. Вот здесь мы видим линию реконструкции, а под ней деревянный блок. Дерево служило амортизатором при землетрясении, уменьшающим вероятность обрушения постройки. Дело в том, что мы находимся в сейсмически активной зоне, в зоне сирийско-африканского разлома. Землетрясения здесь происходят с периодичностью примерно 1 раз в 100 лет. Вы знаете, здесь все поражает своими размерами. Вот это огромное зернохранилище построено во времена 13-го израильского царя Иеровоама II. В случае длительной осады голод городу не грозил. Просто огромное зернохранилище. Надеюсь, что вам хорошо видно, что здесь есть 2 лестницы, которые идут в разных направлениях. Одна вот эта ступенчатая, которая спускается, то есть люди с мешками, груженными зерном, спускались вниз, а вторая вот эта. Чтобы не мешать друг другу, по этой лестнице, по этому подъему люди поднимались вверх. И вот он здесь заканчивается. Но есть и более древние находки. Храм хананского периода 4300 лет назад. А вот это алтарь, где приносились жертвоприношения. Ну и жара сегодня. Здесь, в Израиле, мы и шагу не ступим без бутылки воды. Не надеемся вот на такие фонтанчики, их может не быть. Ну или мы захотим пить тогда, когда их нет рядом. Ну а где жители Мегидо брали воду? А жители города построили одну из самых сложных систем водоснабжения в древнем мире. Когда археологи обнаружили это, они были буквально ошеломлены. Честно сказать, секунду. Честно сказать, мы тоже были ошеломлены, потому что когда мы сюда приехали, нам сказали, что это место, этот вот, не знаю, как сказать, колодец, система водоснабжения, она закрыта. Закрыта с января из-за обвала камней. Увы.
наверное, не судьба. Но хотя бы сверху мы вам покажем, как это выглядело. Это должно быть грандиозно. Отсюда сверху хорошо видно вот эту огромную воронку, которая является входом в водную систему. Мы туда не попали, но вам мы эту водную систему покажем. Ссылка на автора этих кадров в описании к этому видео. Жители Мегидо знали, что здесь есть подземный источник воды, но он находился за пределами города. Задача была обеспечить город водой и скрыть этот источник от врагов. И они выкапывают гигантский туннель вниз, к источнику, и блокируют источник с другой стороны, чтобы неприятель не мог видеть его. А сейчас настоящий спуск. Давайте спустимся к источнику Мегидо, к источнику Армагеддона. Глубина этого колодца составляет 36 метров, 183 ступеньки вниз. Вот видите, немного воды еще есть. Но, конечно, это не тот большой источник, который был здесь в библейские времена. А теперь наверх, к свету в конце тоннеля. Как вы думаете, куда мы направляемся? Ну, разумеется, конюшни. Считается, что здесь располагалось примерно 450 лошадей. Это огромное количество. Вероятнее всего, это были боевые лошади, и здесь располагался большой кавалерийский батальон. Конюшни эти времен царя Соломона и первого храма в Иерусалиме. Мы завершаем наш тур здесь, в Израильской долине, с видом на гору Фавор, о которой упоминается в Ветхом и Новом Заветах. Здесь произошло преображение Иисуса. А вот здесь горы Кармиэль, где жил и проповедовал пророк Илия. Прекрасная Израильская долина. Горы на севере и юге окружают долину с плодородной почвой, фермерские поля, фруктовые сады, земля, наполненная жизнью и изобилием. В последней книге Библии, Откровение, апостол Иоанн рисует апокалиптическую сцену, заключительную битву, когда Иисус возвращается, чтобы раз и навсегда уничтожить зло в месте, названном Армагеддон. И сегодня я думаю, произойдет ли физическая окончательная победа Бога над сатаной, победа добра над злом здесь, в Мегидо. Или Армагеддон – это метафора, которая определяет, насколько значимой будет эта битва. На этом все. Присоединяйтесь к нам в наших следующих путешествиях. С меня новое интересное видео, с вас подписка, лайк и комментарий. Помогите алгоритмам YouTube найти тех, кому этот канал будет интересен. Всем пока! Самое интересное впереди!